В жаркий июльский день жительница одного из окрестных поселков отправилась за ягодами в ближайший лес. Лето – горячая пора для сбора малины, черники и дикой вишни. Девушка бывала здесь сотни раз и знала эти места, как свои пять пальцев, поэтому она без опаски продвигалась вглубь леса. Когда она собирала ягоды, руку пронзила острая боль, которая с каждой секундой становилась все сильнее. Девушка поняла, что ей становится нехорошо, и связано это с пчелиным укусом. Голова кружилась, а в глазах появилась белая пелена. Она рухнула без чувств на пожухлую прошлогоднюю траву. Видимо, укус пчелы вызвал у девушки аллергическую реакцию, которая без своевременного оказания помощи способна лишить жизни. Неожиданно из кустов вышел огромный волк. Зверь не спеша подошел к девушке и обнюхал. Хищник наблюдал за ней давно, но так как волки стараются обходить людей стороной, ему еще не приходилось быть так близко к человеку. Почему девушка вызывала у волка такой интерес, она не знала. Возможно, зверю нравился ее мелодичный голос, а может, исходящий от нее запах с примесью хлеба и парного молока. В тот момент серого бродягу разбирало любопытство, толкнувшее его на отчаянный шаг. Волку было невдомек, почему девушка лежит неподвижно. Обнюхав ее, хищник пришел к выводу, что она мертва, и поступил так, как поступал при виде погибших сородичей. Волк поднял голову и протяжно завыл, оповещая округу о своем присутствии. Неподалеку охотник проверял селки на зайцев. Мужчина давно не видел в этих краях волков, и наглость серого хищника возмутила его до глубины души. Вскинув ружье, охотник поспешил к источнику звука. Обнаружив волка, он взял его на прицел. Поначалу он даже не увидел лежащую в траве девушку, но когда человек подошел ближе, то изумленно охнул и, бросив ружье на землю, подбежал к девушке. Она еще дышала, и ей срочно требовалась помощь. Мужчина, взяв бедняжку на руки, быстрым шагом направился в сторону поселка, к местному фельдшеру. Охотник успел вовремя. Врач сразу же разобрался, в чем дело, и сделал пострадавший укол, который помог ей остаться в живых. Через пару дней она полностью оправилась от укуса пчелы и чувствовала себя превосходно. Охотник после того случая убрал капканы и засыпал волчьи ямы землей. Волков с тех пор в лесном краю не видели. Трудно сказать, что это было, божий промысел или высшее милосердие. Решать, конечно, вам, друзья, а мы в очередной раз убедились, что чудесам всегда найдется место в нашей жизни. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.